Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить БТР Росток. И это модель от Arma Models. И давайте посмотрим, что у меня получится из этой 3D печатной модели. Поехали! В прошлой серии я подробно рассказала о наборе для сборки от Arma Models. И теперь, когда модель собрана, я могу приступить к окраске. Вначале я обязательно грунтую модель грунтом из баллончика, хотя, как правило, поверхность 3D-печатных моделей имеет пористую структуру, но я считаю, что все-таки грунт обязателен. А потом я принялась за окраску модели из аэрографа, и я применяю краски тут от фирмы Machete. Я использую смесь оттенков 4BO Dark Army Green, и когда настал момент делать высветление, я добавила в базу по капельке белого и желтого оттенков. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Ряд российских СМИ и телеграм-каналов распространили 28 октября 2024 года информацию о замеченном в зоне специальной военной операции БТР-90. И это уже не первое упоминание об этой колесной российской бронемашине. Среди фото 2022 и 2023 годов с фронтов СВО встречаются единичные снимки БТР-90, а в конце 2023 года машина встречалась в одной из наших частей, воевавших в районе Авдеевки. И в связи с этим у тех, кто далек от российской оборонки, может сложиться впечатление чуть ли не о возвращении несправедливо забытого проекта. Но все намного прозаичнее. Это представитель или даже представители опытной партии БТР-90, выпущенной еще в 2000-х годах. Количество выпущенных машин тогда называлось 12 единиц. И формально даже прозвучали слова о том, что бронетранспортер принят на вооружение, но дальше так дело и не пошло. А в 2011 году было распространено сообщение, что российская армия отказалась от закупки БТР-90. Так что же это за машина? БТР-90 Росток или же ГАЗ-5923. Он был создан в 90-х годах прошлого века как потенциальную замену БТР-80 и более ранних аналогичных машин. А в 2004 году бронетранспортер прошел государственные испытания, и уже в 2008 году его официально приняли на вооружение. У этой модели покрышки вылиты из смолы заодно с дисками, и поэтому я окрасила диски в зеленый цвет, а покрышки я окрашу в черный цвет уже кисточкой. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Боевое применение опытной серии БТР-90 в реальной войне в 2000-х годах отработать не удалось, и нет данных о том, чтобы эта машина участвовала в каких-либо серьезных боях. Одной из главных претензий к новому БТРу было то, что он повторял конструкцию своих предшественников, хоть и был лучше их по многим параметрам. Впрочем, скорее всего, в этот момент в российском военном ведомстве просто не было вообще какого-либо четкого понимания, как должна выглядеть такая машина в ближайшие 20-30 лет. И не случайно, что после всех этих метаний к началу 2010-х годов Министерство обороны Российской Федерации решило пойти по пути дальнейшего производства БТР-80, заказав и получив его серийный модернизированный вариант БТР-82А. Я приклеиваю покрышки на свои места, и тут надо быть внимательной и не перепутать колеса с разных сторон, ведь мы ориентируемся на рисунок протектора. И надо также не перепутать низ покрышки, ведь на ней сделана имитация нагрузки БТРа. Окрашу мелочевку, дымовые гранаты, маску пушки и сам ствол. Появление БТР следующего поколения движется медленно, и даже в 2024 году под вопросом находится запуск в большую серию машин нового поколения БТР-22. Это серьезно перекомпонованный БТР-82А. И также К-17 Бумеранг, полностью новая платформа, масса которой 28 тонн. Ну а теперь немножко о появлении БТР-90 в зоне СВО. Все логично. Многие опытные и мелкосерийные машины, вместо того, чтобы они простояли несколько лет до разделки на металлолом где-нибудь в углу оборонного завода, отправились в войска. Там они завершат свой век, и если получится, то и внесут свой вклад в победу. А горевать по поводу, что БТР-90 после этого больше вообще не останется, тоже не стоит.
Как минимум одна машина стоит на вечной стоянке в музее парка Патриот. 3D-печатные модели – вещь в себе. 3D-печатные модели стали в последнее время чересчур сильно распространены. И оно и понятно, что буквально за 20 тысяч рублей ты можешь приобрести 3D-принтер и стать буквально маленькой китайской фабрикой, не выходя из дома. А о применении 3D-принтеров в своих собственных целях у меня на канале есть отдельное видео. Смывкой я выделю многочисленные рельефы БТРа. Смывка – это такая жидкая масляная краска, которая легко затекает в углубление рельефа модели. Ничего вокруг, черт бы тебя побрал. Мы в тебе сидим, здесь нас 8, где-то впереди мертвый хутор. И также маслом я усложню рельеф боевой машины. Мы едем вперед. Ты подвозишь нас, не заводишься. На дороге, как всегда, глушишь. Ты подводишь нас, не заводишься. На дороге, как всегда, глушишь. Мы с тобой умрем, здесь останемся. ПТР-90 нас ты не довезешь. Здесь нас 8, где-то впереди мертвый хутор. Вспоминаем дом любимый. Сухой кистью я сделаю акценты на выпуклых элементах модели БТРа. Ты подводишь нас, не заводишься. На дороге, как всегда, глушишь. Мы с тобой держишь нас, не заводишься. ПТР-90 нас ты не довезешь. Поле чистые, бездорожье. Ничего вокруг, черт бы тебя побрал. Мы в тебе сидим, здесь нас 8, где-то впереди мертвый хутор. Вспоминаем дом любимый, мы едем вперед. И мне осталось загрязнить днище боевой машины при помощи сухих пигментов. Не заводишься, на дороге, как всегда, глушишь. Ты подводишь нас, не заводишься. На дороге, как всегда, глушишь. Мы с тобой умрем. И вот такая боевая машина у меня получилась. И, честно говоря, я даже удивлена, насколько легко и просто было с ней работать. И в плане сборки, и в плане окраски. И результатом я очень довольна. Так что рекомендую. До новых встреч. Пока-пока. Здесь останемся. ПТР-90 нас ты не довезешь. Мы в тебе сидим, здесь нас 8, где-то впереди мертвый хутор. Вспоминаем дом любимый, мы едем вперед.